Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале IG Daily. Здесь мы рассказываем про нашу повседневную жизнь в Германии. Сегодня тема у нас будет поиск работы в Германии. Расскажи немного о себе, точнее не о себе. Сначала давай начнем с твоего образования, чтобы люди не думали, что мы тут какие-то инфо-цыгане, у которых 3 класса ПТУ. Расскажи для начала про свое образование. Кто ты? Я магистр международной экономики. В Германии я получила свое второе высшее образование – инженер автомобилестроения. У наших, наверное, так называемых телезрителей, YouTube-зрителей и всех остальных вопрос. Купила, да, наверное, себе все дипломы? Купила? Нет, все честно. В Германии купить диплом невозможно, поэтому все трудом и потом. Было очень сложно, могу сразу сказать. Да, и в нашем университете, где мы вместе познакомились, там тоже не принято было взятки давать и покупать какие-либо предметы, поэтому образование у нас что именно есть настоящее. Слушай, сразу такой вопрос ребром. Ты подтвердила свой диплом здесь, который ты получала? Конечно, я подтвердила его сразу же, в первый год, когда мы приехали. Помогло ли это мне дальше? Спорный вопрос. Для меня сразу была открыта тема получения немецкого образования. Я хотела поменять свою специальность. Я об этом ни разу еще не пожалела за все это время. Единственное, вначале я столкнулась со сложностями. Когда я училась здесь, в Германии, уже в университете, один из семестров у меня был семестр практики. И там точно так же нужно было искать место для практики в одной из фирм. То есть ты также готовишь свои документы и подаешься как на работу. И я была сначала очень уверена, что все, я легко найду себе место. Но когда я получала по 5 отказов в день, я поняла, что, наверное, я что-то делаю не так. И нужно углубиться в эту тему. Я начала искать материалы, я начала глубоко изучать эту тему и поняла, что поиск работы в Германии и в Европе в целом очень отличается от поиска работы в наших восточноевропейских странах. Здесь это буквально целая наука. И после этого я начала активно заниматься этим вопросом. Я постоянно увеличиваю свои знания в этой теме, актуализирую их. И затем, после того, как я уже получила здесь диплом инженера, я в течение месяца смогла найти себе работу в крупной международной иностранной компании. И уже через 1,5 года я получила 2 проекта для руководства, поэтому мне действительно есть чем поделиться. У меня есть опыт в поиске работы, я знаю, какие способы работают, на что стоит уделить внимание, чтобы ваш поиск работы затягивался не слишком долго. То есть, если это все обобщить, ты была как руководитель проекта на большой международной фирме. Да. Хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста, вот с чего вообще надо начинать? С чего начать? Вот самые первые шаги. Начать надо сразу не с поиска работы или с поиска вакансий, как многие могут подумать. Вы сначала должны понять, что вы ищете. Вы должны понять свои сильные стороны, просмотреть, что вы умеете делать, что вас интересует. Обязательно ознакомиться с рынком труда, потому что даже у меня, как инженера, вакансий, на которые я могу подаваться, более 100, наверное. Как вы знаете, рынок труда в Германии и Европе в целом узкоспециализированный. Ты не устроишься здесь на работу, делая абсолютно все. Ты должен выбрать определенную нишу, свою узкую специализацию, там, где ты действительно хорош. И только тогда, когда ты поставишь себе карьерную цель, ты можешь сделать путь, как тебе ее достичь. Возможно, тебе не хватает каких-то навыков, прокачать их, поставить ступени промежуточные, как ты можешь этого достичь. И только тогда, когда ты определишься, что ты ищешь, тогда можно начинать поиск работы, поиск вакансий. Да. Ну, такой вопрос сразу. Где искать эти самые вакансии? Вот с твоего опыта, откуда самый лучший фидбэк? Способов поиска вакансий много. В первую очередь, это, конечно же, сайты самих компаний. Если у вас есть работодатель, который вас интересует, вы переходите непосредственно на его сайт, заходите во вкладку «Карьера» и ознакомливаетесь с вакансиями, которые там сейчас открыты. Второй, наверное, самый распространенный способ – это сайты-агрегаторы. Там, где
представлены вакансии разных фирм, разных компаний. Все вместе вперемешку, вы просто листаете, смотрите, что вам подходит. Третий способ – это LinkedIn. Сейчас он тоже очень популярный, и, кстати, свою работу я нашла именно через LinkedIn. Вы заводите там свой профессиональный профиль, делаете интересную информацию о себе, будете активными, и тоже через LinkedIn можно находить вакансии. Как? Это тоже отдельный вопрос, это достаточно большая тема. И еще один способ... Подожди, я еще не сел. А, ты же не сел. А то внезапно появишься тут. И еще один способ, как искать работу, это, конечно же, через знакомых. Но это не так, как принято, возможно, в восточноевропейских странах, когда ты устраиваешь своего жену, мужа, свата, брата на работу, независимо от того, какое у них образование, какие у них сильные стороны, навыки. Здесь это работает немного по-другому. Вы можете отправить свое резюме знакомому, если у них в компании есть вакансии, и он интерно через внутреннюю почту отправляет ваши документы в HR-отдел, и там они их рассматривают. Но это не значит, что вас сразу же возьмут на работу. Это лишь означает, что вы получите преимущество в самом первом этапе, в сканировании резюме. К сожалению, происходит так, что часто на определенную вакансию приходит больше 2000 заявок или больше 200 заявок, в зависимости от того, насколько популярна эта вакансия. И часто у HR очень мало времени, чтобы просмотреть все эти вакансии. На одно резюме может быть буквально 1-2 минуты, чтобы зацепить. И даже если вы очень классный профессионал, вас могут не заметить сразу. И вот в этом случае, когда вы подаетесь интерн через какого-то знакомого, вероятность того, что ваше резюме сразу просмотрят, намного больше. А это значит больше шансы получить второе собеседование. Но дальше все будет точно так же зависеть от вас, от ваших знаний, навыков, от того, как вы пройдете интервью, насколько вы сможете убедить работодателя в своих умениях и насколько вы будете ему полезны. Но вообще, а на какие вакансии тогда подаваться, скажем так? Потому что обычно, если человек читает вакансию, он сразу такой думает: господи, а кто здесь должен работать? Я должен владеть 5 языками, летать на драконе, знать магию, грубо говоря. И вообще, что такое понятие инициативной заявки, скажем так, подачи своего резюме? То есть ты подаешь не под вакансию, а просто инициативно. Есть ли в этом смысл? И вообще, на какие подаваться все-таки? Я разделю этот вопрос на два. Начну со второй части сначала. Существует также инициативная подача резюме. Это значит, если вас интересует определенная компания, но на ее сайте вы не нашли вакансию, которая бы вас интересовала или подходила под вас, это значит, что вы можете отправить свое резюме, свой пакет документов как инициативу, предложить себя как работника, просто отправив на их email или разместив резюме на сайте. Это тоже имеет место быть, то есть это может быть популярно, они могут рассмотреть вашу вакансию, предложить вам место. Может быть, у них в ближайшем будущем появится вакансия, которая идеально под вас подходит. И первый вопрос: да, ты прав, часто требования к вакансиям, к кандидату очень высокие, но это не значит, что вы должны соблюдать или совпадать под 100% требований на вакансии. И знаешь, есть такой очень интересный факт о различии того, как подаются мужчины и как подаются женщины на вакансию. Если мужчина читает описание вакансий, и хотя бы 50% того, что описано, требований, ему уже подходит, он сразу же отправляет резюме и подается на эту вакансию. Женщина же, если читает описание вакансий, и вот 100%, если она не подходит под нее, она уже не будет отправлять свое резюме туда. Так что вывод: женщинам надо быть увереннее в своих силах. Ну вот ты же, можно сказать, работала напрямую с HR, вы набирали себе новых работников, ты проводила тоже резюме. Но вот скажи, вот это действительно так? То есть если человек подается, и у него не большинство, но больше там половины, скажем так, не подходит, но у него там образование, которое теоретически вам подходит, и готов ли работодатель инвестировать свое время, свои деньги в такого человека? Или все-таки будет он искать, который 100% подходит? В зависимости от того, сколько
заявок пришло на эту вакансию, конечно, стоит подаваться тогда, когда у тебя минимум 50, а лучше 70% подходит под эту вакансию. Некоторые навыки могут быть не критичны. Опять же, мы смотрим под то, какие навыки, хардскиллы, так скажем так, являются ключевыми для данной вакансии. Если они у вас есть, но не хватает каких-то небольших, скажем так, знаний, которые можно подтянуть в течение работы, тогда стоит подаваться, и работодатель тоже будет не против вас дальше обучить. Ну, скажи, а какие вообще, ну, вот, в принципе, факторы все-таки же важны? Обязательно ли местное европейское образование, немецкое, скажем, или со стран Восточной Европы? Как людям быть? Конечно, немецкое либо западноевропейское образование является очень большим плюсом здесь при поиске работы. Но если у вас образование Восточной Европы, но у вас очень классный, релевантный опыт конкретно для этой вакансии, большой, вы работали в крупных фирмах или можете доказать свой опыт действиями, скажем так, или показать какими-то результатами, то вас тоже с удовольствием возьмут, потому что сейчас опыт ценится наравне с образованием. Но, к сожалению, если у вас нет ни местного образования, ни какого-то большого опыта в данной сфере, куда вы подаетесь, то найти работу будет значительно сложнее. Поэтому нужно либо образование, либо набирать релевантный опыт уже здесь тогда. Еще такой вопрос, очень сложный и очень важный для наших зрителей, скажем, наших подписчиков. Язык. Какой язык нужен, чтобы работать в Германии? Нужен ли немецкий? Нужен ли английский? На каком уровне эти языки нужны? И какая зависимость все-таки от твоего опыта и знания языка? То есть может ли сделать работодатель поблажку, скажем так? Один очень важный момент. Иностранный язык должен быть. Точка. Это без всяких вопросов. Это должен быть либо немецкий, либо английский. В зависимости от того, в какую компанию вы подаетесь. Конечно, если у вас есть немецкий язык, вы подаетесь в немецкую компанию, это обязательное требование. Но что делать, если у вас нет знания немецкого языка? У вас должен быть достаточно сильный английский язык, и тогда вы можете искать работу в крупных международных компаниях. Часто могут принять здесь на работу даже без знания немецкого, но у вас должен быть английский язык на свободном разговорном уровне. Что касается уровня владения языка, как я уже отметила, это должен быть свободный уровень. Он не должен быть идеальным, потому что даже немцы не всегда говорят на идеальном языке. Это все же второй иностранный язык, это не родной их язык, поэтому допускаются здесь, конечно же, ошибки. Но в то же время вы должны легко ориентироваться в той сфере, в которую вы подаете вакансии и собираетесь работать. То есть если у вас просто хороший разговорный английский на бытовые темы, а вы собираетесь работать врачом, подаваться или в какую-нибудь аэрокосмическую индустрию, то, конечно, у вас должен быть словарный запас из этой индустрии, чтобы вы могли проводить переговоры, разбираться в этой теме и понимать, с чем вы работаете. Я поправлю здесь Ирину, конечно. Знание языка нужно, в принципе, в Германии два языка. Это немецкий и английский. И если вы ищете в Швейцарии, там в вакансиях часто стоит свободный немецкий, свободный английский, и было бы неплохо там итальянский либо французский. Да, и они на полном серьезе это делают, и они рассматривают людей, потому что у них разные кантоны, говорят на разных языках, и ты должен с этими кантонами общаться. И общаться желательно на языке, на котором они тебе пишут. Так. Ну, скажем так, есть все же какие-либо сложности для иностранца? Вот как все же в Европе для иностранца? Вот, то есть это не твой родной язык, они слышат, что это не твой родной язык, они видят твою фамилию восточноевропейскую, твое имя. Вот как они к тебе относятся? Они будут тебя, как говорится, оценивать больше по одежке, или они все-таки будут смотреть на твои профессиональные качества? Сложный вопрос. Я бы ответила так. Самый большой недостаток, когда ты, как иностранец, устраиваешься на работу в Германии, как мне кажется, это твоя собственная неуверенность, потому что ты уже чувствуешь себя
можно сказать, не то, что ниже местных кандидатов, ты чувствуешь свои недостатки, что тебе уже, чтобы допрыгнуть до них, тебе нужно прикладывать больше усилий. Что касается работодателя, безусловно, наверное, на каком-то подсознательном уровне они сразу ставят себе галочку, что иностранец, да? Но, опять же, смотря куда ты подаешься, на какие вакансии ты откликаешься, и в первую очередь, в какие компании ты подаешься. В Германии все еще есть очень много консервативных фирм, где в большинстве случаев работают только местные, то есть немцы. У тебя было, например, так на предыдущем месте работы, где ты был практически единственным иностранцем, но сначала к тебе скептически относились, но через месяц они поняли твой высокий уровень знаний, твоего профессионализма, и они уже работали с тобой на равных, скажем так. Но опять же, приходится всегда это доказывать. Но есть в Германии очень много международных корпораций и фирм, которые нанимают иностранцев. И причем они делают это для себя своим преимуществом. Узнать это достаточно легко. Вы переходите на сайт компании, и, как правило, в разделе «О себе» они пишут, что у нас трудятся работники из 20-40 различных стран, что они ценят многокультурность. Это значит, что у вас уже будут большие преимущества получить работу именно в этой компании. Для самого работодателя тоже большой плюс, если они нанимают иностранцев. Как я уже сказала, иностранцы чувствуют себя немного слабее местных кандидатов. И часто иностранцев из-за этого платят меньше, потому что они согласны на более низкую зарплату. Почему так? Факт остается фактом, и работодателю часто выгодно нанимать иностранцев, чем местных кандидатов. Да. Хорошо, давай, наверное, сегодня последний вопрос для этой сегодняшней серии. Важно ли все же для поиска работы немецкий паспорт, немецкий Ausweis, что ты гражданин Германии? Важно все-таки это или нет для поиска работы? Нет. Я считаю, что нет. Важно, чтобы у тебя было разрешение на работу. Это, конечно же, самое первое требование. Наверное, с этого нужно было начать. Потому что если ты студент, ты имеешь право только подрабатывать. А если у тебя есть разрешение на работу, то без проблем. Но в каждой анкете, в каждой заявке обязательно звучит этот вопрос. Есть ли у тебя актуальное разрешение на работу? То есть нелегально, можно даже не пытаться здесь устроиться на хорошую, высококвалифицированную работу. Да. Хочу сказать, что мы немножко неправильно, наверное, назвали, как найти работу в Германии. Это все-таки относится не только для Германии, а для всего Евросоюза и не только. В принципе, для восточноевропейских стран, для больших корпораций это тоже относится. На чем мы остановились? В том, какие условия нужно выполнять, насколько важно местное образование, какого уровня должен быть язык, и играет ли роль то, что ты иностранец при поиске работы. Сегодня мы хотели бы больше уделить часть именно документам, которые мы подаем для поиска работы. Какой следующий этап? Собираем пакет документов, да? Что в него входит? Собираем пакет документов. В первую очередь в него входит, конечно же, это резюме, сопроводительное письмо, ваши дипломы, сертификаты, фотографии, иногда просят отдельным документом, чтобы она была, и рекомендательные письма от ваших предыдущих работодателей. Нужно ли в этот пакет документов сопроводительное письмо? Да, сопроводительное письмо нужно обязательно. Хотя вы можете подумать, что это такая часть, на которую работодатель не всегда обращает внимание, может слишком быстро просмотреть, все равно там ничего интересного не будет, или вам слишком лень его писать, такое тоже бывает. Но эта часть действительно важна. И вы не знаете, когда именно сопроводительное письмо сможет сыграть для вас решающую роль. Бывает такое, что работодатель получил 2 резюме от одинаково сильных кандидатов. Ему подходит их опыт работы, они оба ему интересны. И именно в этот момент ваше рекомендательное письмо, то, как вы опишете там свою мотивацию, свои сильные стороны, может сыграть для вас решающую роль. Именно в вашу пользу работодатель может сделать свое решение. Поэтому да, сопроводительное письмо пишите обязательно. Вообще сегодня пишут с чатом GPT все. Есть ли в этом какие-то проблемы? То есть чат GPT пишет тебе сопроводительное письмо, он пишет тебе резюме.
У HR проверяет тоже ChatGPT, насколько подходит твое резюме и твое сопроводительное письмо. Как с этим бороться, как это подгонять больше под себя? Я согласна, что ChatGPT сейчас очень плотно вошел в нашу жизнь, и он очень помогает при написании резюме и сопроводительного письма. И HR его также используют очень активно. Но использовать этот инструмент, надо помнить, что это лишь инструмент для вашей помощи. Это не значит, что он за вас должен все писать. Его нужно использовать очень грамотно. Недостаточно просто закинуть описание вакансии и сказать: напиши мне сопроводительное письмо, вот тебе описание вакансии, вот мое резюме. Потому что чаще всего он выдаст вам такой результат, который HR, им достаточно просто посмотреть на него, взглянуть. И буквально по первой или последней фразе он уже заметит, что это сопроводительное письмо написал для вас ChatGPT. Он буквально использует одни и те же слова и даже заканчивает сопроводительное письмо одними и теми же фразами. Поэтому, если вы хотите использовать ChatGPT для своего резюме или особенно сопроводительного письма, нужно написать очень грамотный промпт. Нужно как можно лучше описать то, что вы хотите донести до работодателя, свои сильные стороны, чем вы выделяетесь и почему вы именно там хотите работать. И тогда, возможно, через несколько попыток, регулярно подправляя это сопроводительное письмо, перефразируя. И если написать хороший промпт, то в конце получите очень достойное сопроводительное письмо, подходящее лично под вас, а не созданное как для массовых кандидатов. То есть я собрал пакет документов и начинаю рассылать резюме. Вот мне друг рассказывал, недавно искал новую себе работу, и благодаря мне он нашел очень хорошую работу. Он говорил, что я в день рассылаю по 20 резюме. Это правильно или неправильно? Сколько человек должен рассылать резюме и как этот процесс должен происходить вообще? Ну вот ты, конечно, можешь рассылать по 20 резюме, если ты целый день будешь сидеть над своим резюме. Но очень важно понимать, что каждое резюме мы адаптируем под отдельную вакансию. Мы не рассылаем одно резюме на все вакансии подряд, которые нам понравились. Дело в том, что ваше резюме смотрит не ваш непосредственный начальник в первую очередь. Его смотрит HR. HR не может знать все должностные инструкции, не может знать все действия кандидатов, которые он набирает. Поэтому он в первую очередь сравнивает требования, которые описаны в вакансии, насколько совпадают с тем, что описано у вас в резюме. И даже если вы работали на такой же должности, тоже в крупной фирме, но ваши обязанности или достижения, которые вы описали, не совсем подходят под эту вакансию, вас уже могут не пригласить на следующий этап. Поэтому очень важно каждый раз адаптировать свое резюме под описание вакансий, чтобы там было как можно больше совпадений по ключевым словам, по описанию, по основным заданиям. Это крайне важно для того, чтобы ваше резюме было увиденным, чтобы вы были замеченными и чтобы вас пригласили на следующий этап собеседования. Сколько все же времени занимает поиск работы? Месяц, 2, 3, полгода, день? Вот насколько надо себя настраивать на поиск работы, чтобы не потерять, скажем, запал этого поиска работы? Это очень сложно, особенно зависит от того, у кого насколько запала хватает. У кого-то он проходит через месяц, у кого-то уже через неделю. Этот процесс не быстрый. Нужно настраиваться на то, что это не спринт, это марафон в первую очередь. И вы не ищете быструю работу, лишь бы какую. Вы должны понимать, что большую часть своей жизни мы проводим на работе. Минимум 8 часов в сутки мы проводим на работе. И поэтому вы должны найти ту позицию того работодателя, где вам будет приятно проводить все эти 8 часов, где вы сможете расти, развивать свои навыки. Поэтому к поиску работы нужно относиться серьезно, настраиваться, что это займет не маленькое количество времени чаще всего, может кто-то через месяц найдет. Но если вы ищете даже 6 месяцев, это вполне нормальный срок, это немного по европейским меркам. И еще даже есть такая шутка в Германии, что работу ищет здесь 6 месяцев, и 3 из них это летние отпуска, как обычно. Просто в больших, особенно корпорациях, это все очень долго. И чаще всего сразу с понедельника вас не возьмут, потому что процессы в больших компаниях
достаточно длительные. Им нужно в первую очередь заказать для вас оборудование, им нужно заказать для вас пароли, виртуальные ключи для вашей машины, или виртуальной машины, я имею в виду, для вашего лэптопа и так далее. И чаще всего даже для нанимающей стороны нужно минимум 1,5 месяца подготовки для того, чтобы принять вас и быть подготовленными для вашей новой работы. Сколько этапов проходит кандидат до того, чтобы он получил работу? Ну, мы не рассматриваем маленькие фирмы, мы рассматриваем фирмы большие, где человек будет получать достаточно денег, чтобы ему на все хватало, скажем так. То есть большая фирма, сколько этапов? Чаще всего это 2-3 этапа, 2-3 собеседования. Первое – это телефонное интервью. Как правило, оно короткое, с HR. Он звонит по телефону минут 15 до получаса. Спрашивает вас основные моменты, такие как опишите свой опыт, почему мы вас заинтересовали, какие у вас ожидания по зарплате и как быстро вы можете приступить к работе. Как правило, уже на этом первом этапе HR сканирует вас. Он может просканировать, если вы иностранец, какое у вас владение языка, подходите ли вы для дальнейшего этапа, насколько вы укладываетесь в зарплатную вилку. Если вы сразу скажете слишком высокую зарплату, которая изначально для них уже не стоит в фокусе, то уже на этом этапе вы можете отсеяться как кандидат. Поэтому такой телефонный скрининг, он называется, достаточно важный, он проходит быстро, к нему можно особо не готовиться, то есть у вас есть буквально 10 минут, чтобы рассказать коротко о себе, основные моменты, и на этом телефонное интервью заканчивается. И после него следует, если что, приглашение уже на интервью к нанимающему менеджеру. Хорошо. Если вообще большая фирма, что идет после нанимающего менеджера? Если вы подаетесь на руководящую роль, к примеру, то там может быть даже до 6 собеседований. До 6 кругов ада. Но это действительно очень сложно, и к собеседованию нужно готовиться. Нужно готовиться основательно. Готовиться к собеседованию важно и нужно. В первую очередь, что нужно сделать? Это изучить сайт компании, на которую вы подаетесь. Изучить их последние новости, изучить, на каких конференциях они участвовали, какой, может быть, новый продукт они выпускают. И тогда эта информация очень пригодится вам на собеседовании. Ведь в конце каждого собеседования работодатель спрашивает, есть ли у вас какие-то вопросы. И самая большая ошибка – это сказать, что нет, у меня все понятно, вопросов у меня нет. Вы должны задать вопросы. Вы должны показать свою заинтересованность этой вакансией и этой фирмой. Вы можете рассказать, что вы недавно прочитали какую-то статью о них, что вас заинтересовал тот-то и тот-то момент, что у вас есть вот такой взгляд на какую-то проблему. И тогда вы точно запомнитесь работодателю. Да. Войти в IT. Войти в IT. Вход в программирование, в эту всю структуру IT. Люди думают, что IT — это полностью только написание кода. Ты же работала, по сути, в IT, да? И работаешь. Конечно, не обязательно знать программирование. Не обязательно знать программирование. Если вы хотите пойти на программиста, вы закончили курсы, вы закончили университет, вас могут попросить на собеседовании написать код. Если вы идете именно на программиста, на Python, на C++, на Java, вам могут дать код и попросить его исправить, если в нем есть какая-то ошибка. Сегодня, конечно же, с чатом GPT, чат GPT находит ошибки в коде очень быстро, и некоторые программисты сегодня пишут с чатом GPT. Это тоже довольно просто стало. Но чат GPT, он понимает буквально. Он не может посчитать, подумать или еще что-то. Вы за него думаете. Это больше как вспомогательное для вас. Это инструмент. Это инструмент, который помогает человеку. И многие боятся идти в IT, потому что они боятся, что скоро искусственный интеллект заменит всех программистов, айтишников. Это огромная сфера, там не только программисты, там много людей, которые проверяют код, которые делают там разрешения. Супер много всего там, и большие корпорации также самое работают. Не стоит этого бояться, пробуйте. Стоит пробовать, да? Если есть такая цель, если это та сфера, которая вам нравится, вас интересует, то, конечно, даже юристы же тоже нужны в IT-сфере, правильно? Да.
И поэтому все равно могут там попросить и проверить код или ваше понимание кода, смотря на какую зарплату вы идете, на какую вилку зарплаты, и может быть и такое быть на определенном круге собеседований. Да, тестовые задания на такие позиции практически всегда обязательно. Да. Но там и зарплата соответствующая, скажем так. Сейчас много сервисов карьерных консультантов. Мы не карьерные консультанты, мы ничего против них не имеем, никогда не имели. Стоит ли полагаться на их услуги или стоит ли обращаться к ним за помощью? К карьерным консультантам, которые говорят, мы вам 100% поможем, найдем вам работу. В первую очередь, их сейчас действительно стало очень много карьерных консультантов, которые делятся своим опытом. И это очень ценная информация. Я регулярно прохожу регулярно изучаю информацию на их страницах, подписана. Действительно много полезного, что можно принять для себя. И карьерный консультант может помочь вам посмотреть на ваш опыт работы с другой стороны. У него есть насмотренность. Как правило, он лучше знает рынок труда в стране, в которой вы подаетесь или где вы живете сейчас. Поэтому да, он может просмотреть ваше резюме, указать на какие-то распространенные ошибки, может, вам нужно что-то сократить, а может, он подскажет вам, какую еще либо отрасль, либо позицию вам можно посмотреть. Вы могли даже не думать об этом и не смотреть в эту сторону, а потом действительно окажется, что это то, что могло бы вас заинтересовать. Единственное, против чего я, это против написания резюме под ключ. То есть, когда вы даете консультанту полностью свое какое-нибудь старое резюме или говорите свою информацию, что вы закончили, где работали, и вот говорите, я хочу подаваться на эту вакансию или эту должность, сделайте мне полностью резюме. Это изначально провальный этап. Да, консультант сделает для вас, возможно, идеальное резюме под эту вакансию, но под одну только. И, как я уже говорила, под каждую вакансию нужно составлять отдельное резюме. И это же самое резюме, за которое вы заплатили, возможно, деньги этому карьерному консультанту, и которое идеально подошло под ту вакансию, оно уже не подойдет под другую. Вы же не будете регулярно на каждое резюме обращаться к консультанту и платить за это деньги. Этому нужно научиться, это нужно делать самому. Это сложно, но это самый верный этап, потому что резюме придется рассылать много, и нужно уметь это делать. И резюме мы отправляем не только тогда, когда мы ищем работу. Очень важно, как мне кажется, оставаться всегда в курсе событий, потому что, как правило, в Германии, по крайней мере, это так, что повышение зарплаты текущего работодателя в среднем 3-5% в год. И договориться на повышение зарплаты 20% уже крайне сложно, особенно без повышения позиции, например, твоей. Поэтому некоторые рекомендуют даже менять работодателя каждые 2-3 года, и тогда вы можете рассчитывать на более высокое повышение зарплаты. Либо, когда вы прокачиваете свое резюме, вы регулярно пересматриваете свои достижения, свои результаты на этой текущей работе. И именно это вы можете использовать для вашего годового интервью с текущим работодателем. Опять же, где вы обсуждаете ваше дальнейшее развитие и дальнейшее, возможно, повышение вашей зарплаты. Я вспомнил, когда еще давным-давно жил в Крыму. Меня брат пригласил, говорит, пойдем послушаем, там очень какой-то там великий коуч приезжает. Это даже не было финансовых консультантов, это было, я уже не помню, когда, довольно давно, более 15 лет назад. Говорит, пойдем вместе послушаем, он долларовый миллионер. Я никогда это не забуду. Выходит человек из маршрутки, в таком пиджачке, в таких брюках, знаешь, таких широкие брюки, пиджак такой, галстук. Тоже надо смотреть, когда выбираете финансового консультанта, все-таки, что она добилась. Я всегда смотрю, на какой человек в машине приезжает. Это важно, мне кажется, потому что сразу видно, чего добился человек. Если он выходит из маршрутки или из автобуса, то нет смысла, наверное, к такому консультанту обращаться. Ну, в Германии я бы не сказала. Тут мэр города может спокойно ездить на велосипеде. Ну, на вид, да. И в Бундестаг, да, они приезжают тоже на велосипеде и борются за озеленение всего, а у самих стоит там Audi с V8 дизелем, А8 с V8.
Хорошо. Вопросик такой маленький по резюме. Хобби. Надо писать в нем или нет? Хобби. Однозначного ответа на вопрос нет, я бы сказала. В зависимости от того, какое у вас хобби. Если вы напишете «гуляю с детьми, гуляю в лесу» или «читаю книги», то лучше это опустить. Хобби нужно писать те, которые могут быть релевантны для вашей работы непосредственно. Вот что бы ты добавил? Какие хобби могут быть релевантны? Потому что на самом деле, мне как-то сказали, что человек, который довольно хорошо зарабатывает, скажем так, уже там в 6-нулевом размере у него зарплата, что если человек подается к нему на работу, и у него в хобби стоит, он летает на вертолете, он лазит по горам, скажем так, он занимается альпинизмом, он катается на лыжах. Для меня это как хобби, как для работодателя, это значит, что человек активный. Значит, что он не сидит там. Когда человек пишет, что я читаю книги, да, может быть, вы читаете книги, но в человеческом понимании это означает, что вы супер пассивны. И когда человек пишет, я занимаюсь боксом, я бегом занимаюсь, это значит, что он активный, с ним можно работать, что он не будет сидеть. Также очень важно вопрос, мы его почему-то не указывали, на собеседовании, если вы приходите, все-таки встречают по одежке. И человек с массой, скажем так, с лишним весом, сразу видно, что он не мотивированный. Он не мотивированный прежде всего менять что-то в своей жизни. Я опускаю моменты, если человек больной, там, да, есть человеки с гормональными нарушениями и так далее и тому подобное, но это сразу бросается в глаза, и это смотрит HR, это смотрят директора, это смотрит нанимающий менеджер, скажем так. Согласна, что встречают по одежке, потому что у нас, как говорят, у вас нет второго шанса создать первое впечатление. И часто вы только заходите в комнату, а у вас уже сложилось первое впечатление. Вы еще даже рот не успели раскрыть и рассказать о всех своих преимуществах и какой вы классный консультант, но уже потому, как вы выглядите, о вас сложилось первое впечатление. И дальше вам нужно доказать, в первую очередь сначала словом, а потом дальше, возможно, и делом, что вы действительно классный кандидат, что вас стоит взять на работу. Поэтому важно, как вы выглядите, это тоже нужно учесть при собеседовании. Даже если собеседование проходит онлайн, вы должны знать, как вы выглядите в камере, какая часть вашего тела там видна, допустим. Это не значит, что вы будете сидеть в пижаме и так далее. Нужно подготовиться, нужно выглядеть опрятно, красиво. Что касается лишнего веса, это очень спорный вопрос, но если зайдете в какую-нибудь крутую фирму, корпорацию, часто видно, что там действительно люди все очень подтянутые, аккуратные, красивые, одетые, опрятные. Поэтому, возможно, да. Это как в Америке. Как определить человека с хорошим достатком и бедным? Знаешь? Как? По продуктовой корзине? По продуктовой корзине. То есть человек, который будет с лишним весом, он берет дешевые продукты, он берет фастфуд, он берет продукты быстрого приготовления, у него корзина набита этим. Человек, который с большим достатком, в этом же магазине возможно встретить, он берет все био, он берет очень хорошие продукты, он не берет свинину. В принципе, в Америке свинина не так сильно распространена. И в этом и отличается, да, человек с достатком, и который немного, в Америке, по крайней мере. После интервью что же делать? Ждать? Ждать. Больше ничего не остается. Хотя есть еще один момент, что вы можете сделать. Такой лайфхак, можно сказать. После того, как вы прошли собеседование, напишите письмо, имейл вашему непосредственному руководителю или тому, с кем вы проходили собеседование. Поблагодарите его за интервью. Скажите, что вас очень заинтересовала эта вакансия. Возможно, вы в процессе интервью затронули какие-то вопросы или проблемы компании, и в этом имейле вы можете дополнить, сказать, что «а вот вы упомянули тот-то момент, и я бы хотел добавить, что я знаю такое-то или такое-то решение, или что можно было сделать так-то и так-то».
вы должны еще как-то напомнить о себе, чтобы запомниться, выделиться. Это очень важный момент, и действительно он может сыграть для вас положительную роль. Вам это ничего не стоит написать имейл, это 10 минут буквально, но это может вам помочь. Когда Ира рассказывает, у меня в голове сразу шутки рождаются на любую тему. Такие глупости говорили. Нет, ты все правильно говоришь. Я просто сижу и представляю, ты вечером пишешь своему менеджеру: спишь? Он пишет: сплю. А ты такой отвечаешь: а я жду. А я жду, что там по моей вакансии. Хорошо. Вопрос. В Германии, еще раз повторяю, это работает для всего мира. Для Европы точно работает, для всего. Но в Германии каждый год требуется 300 тысяч квалифицированных специалистов. Почему все же тяжело найти работу? Почему люди сталкиваются с этой проблемой? Безработица есть везде, это нормальные процессы в экономике любой страны. Почему сталкиваются с проблемой? Потому что, как и две половинки, нужно время, чтобы найти друг друга. Вы должны совпасть. Должны требования работодателя и его ожидания совпасть с тем, что вы ищете. Это не значит, что любой кандидат подойдет под любую вакансию, даже если у вас похожий опыт. У вас такой матч должен произойти вместе с работодателем. И если во время собеседования вы понимаете, что да, вот этот менеджер классный, у вас такое общее видение того, как развивать вашу сферу, возможно, это очень крутое совпадение. Такой знак, как бы клик, что это ваше, вы нашли. Но бывает такое, что да, вы подходите, но у вас нет вот этого огонька, у вас нет этой жажды на эту работу. И многие поэтому не подходят, ищут, продолжают искать свое место. Это важно. Это важно найти свое место в жизни, по работе, чтобы вам нравилось там работать, чтобы вы не ходили, не просиживали там просто так 8 часов и ждали от зарплаты до зарплаты. Подписывайтесь, обязательно пишите ваши комментарии, потому что в прошлом видео было очень мало комментариев, мы можем обидеться и не снимать больше видео. Ставьте лайки, всем спасибо, пока. Пока!